От пациентки. Боль в правой стороне, отдающая в спину, пах. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 46 лет. Дата исследования – 8 мая 2021 года. Область исследования – брюшная полость, забрюшинное пространство. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КПТ 170 мм, КРЛТ минус 59 мм. Контуры печени четкие и ровные, нативная плотность плюс 66 плюс 85 Хаунсфилда. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность ее плюс 19 плюс 41 Хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены, патологические включения в них не выявлены. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Заключение. КТ-картина гипотомегалии за счет правой доли, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы. Рекомендована консультация терапевта. 19 мая 2021 года доцент кафедры Кайман. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. В целом, по данным КТ без контрастного усиления, ничего катастрофического в животе у вас нет. Нет увеличения правой доли печени, диффузные изменения ткани печени и поджелудочной железы, все это может давать боли, чувство неудобства в животе. Данных за наличие камней в желчном пузыре или почках не получено. Вам будет иметь смысл показаться терапевту. Вопрос пациентки. Есть вопрос. Мне когда делала, написали в расшифровке про грыжу левого купола и про образование на головке поджелудочной железе, и еще увеличенная селезенка. Посмотрите, это есть у меня. Ответ КМН. Котова М.А. 1. С формальной точки зрения, слева жировая клетчатка брюшной полости проходит в грудную полость на 5 мм, через купол диафрагмы, на участке 20 на 8 мм. Раньше это безоговорочно называлось грыжей Бахдалека. Сейчас ряд авторов говорит о том, что такое строение диафрагмы – вариант ее нормального развития, анатомическая особенность. Поэтому такие небольшие жировые включения я и не отмечаю. В любом случае какого-то практического значения это не имеет, каких-то болей, чувства неудобства это не вызывает, и никак это не лечит. 2. Размеры поджелудочной железы у вас в пределах нормы, структура ее крайне неоднородна, по всей видимости были эпизоды панкреатита. И без контрастного усиления говорить об образовании невозможно, для этого нужно проводить мультифазное сканирование с контрастным усилением. 3. Размер селезенки 120 на 43 мм, это нормальный размер, селезеночная вена также не расширена. В целом, если есть беспокойство по поводу поджелудочной железы, надо делать исследование с контрастным усилением.